Весна 1967-го. Казалось, что сам космос готовился к празднику. В газетах слова про прорыв и лидерство, союз на афишах, ленты на самолетах. Но за воротами КБ и у проходных заводов воронки сигарет догорали быстрее новостей. Инженеры шептались «лететь рано», проверяющие оставляли в блокнотах жирные восклицательные знаки, а в служебных папках папки стопорились на словах «не устранено», «поведение неустойчиво», «замечания не закрыты». Стол за столом, смена за сменой, на заводе имени Королёва докатывались до дедлайна. Легендарная серия беспилотных союзов под номерами «Космос-133», «Космос-140» летала и разбивалась без огласки. То палуба прогорела, то командный модуль не отвечал на команды, то катастрофически падала мощность по питанию, оставляя на орбите холодный темный макет. Счетчик дефектов со стартовых листов не убывал, электроника барахлила, солнечные батареи не раскрывались или давали мизер, перемыкала проводку. В отчетах выросли страницы, отказ звездных датчиков, зависание автоматики, звуковые помехи по связи. Внутри группы ведущих специалистов шел свой стрим. Замечания гонялись в столбец. Номер 41 – неустойчивость автоматической ориентации. Номер 67 – несовместимость разъемов питания. Номер 98 – ошибка сброса защитного кожуха батареи. Сверху шли команды: обеспечить к празднику, доклад в ЦК через 3 дня, готовность не обсуждать. Язык записок и телефонограмм становился все напряженнее. Где-то срочно устранить, а где-то уже оставить на личную ответственность директора. Один из немногих, кто позволил себе писать прямо, командир отряда космонавтов Алексей Леонов в дневнике вспомнит: никто по правде не верил, что он «Союз-1» дойдет до старта без новых ЧП. По реальным служебным сводкам был даже разговор, если не готово, отменять. Но в апреле такое решение значило лично войти в кабинет наверх и объяснить: вы подведете не только команду, но и план, и идею, и флаг над Красной площадью. Инженеры спорят допоздна. Можно ли провести финальную предстартовую проверку, если часть блоков пропущена или собрана на обходных схемах? Можно ли доверять парашютам, если на последнем стендовом сбросе запасной купол зацепился за вытяжной и ушел в спутывание? В актах фигурирует банальная фраза «предложить рассмотреть перенос запуска». Но одна и та же фамилия в резолюции всякий раз стучит: нет переноса, запуск по плану. Это не сталинские 3 суток войны, но эпоха, когда график и демонстрация важнее, чем 2 десятка флажков на предконтрольном листе. Особняком стоит внутренняя тревога после катастрофы Аполлона-1 в США. Январь 1967-го. 3 американских астронавтов погибают при пожаре в капсуле на старте. Советская пресса это событие почти не комментирует, но в служебных докладах разносится как тревога. Последствия для мировой гонки. Надо не уступить. Выход на серию. Заводы работают на износ. Тормоза снимают с производства, чтобы не отдать первую строчку хроники сопернику. В действительности, к середине апреля 1967-го «Союз-1» остался продуктом компромисса между высокой инженерией и политическим авралом. Было понятно, запуск станет не финалом проверки, а проверкой на выживание. Атмосфера, смесь надежды, вдруг все вытащит героизм рука опытного пилота и мрачной иронии, даже если не все системы, но главное – полететь. Последние недели, как в цейтноте шахмат. Каждый доделывает свое, каждый надеется, что цепочка не порвется именно на его звене. Тем временем в центре подготовки космонавтов закрепляют экипаж. Основным назначают Владимира Комарова, дисциплинированного, крепкого, умеющего работать с техникой в нервах. Его дублирует Юрий Гагарин. Готовность. Пусть бы сам летел, если бы систем был уверен хоть на 90%. Но такой уверенности уже нет ни у кого. Когда на Байконуре закатили корабль на старт, все понимали, полет Союза-1 нужен не только ради звезд, но ради строки в докладе. В этот момент каждый участник знал, система не готова. Но никто не хотел быть тем, кто скажет «стоп». Цена паузы – политика, цена запуска – человек. Эта дилемма уже записана на полях служебных тетрадей. Не летать ради даты. Глава 2. Старт. Ночь, которая разделила надежду и аврал. На Байконуре ночь. Остро пахнет керосином и выгоревшей степью. Все знают, дальше шаг назад уже невозможен. Монтажная команда молча осматривает бело-серебристый корпус. Звук лязга металла, короткие каналы переговоров,
Атмосфера сосредоточенной вины, скрытой за привычкой к дедлайнам. Хронология проста. 23 апреля 1967 года 00:32 UTC. Внутри корабля Владимир Комаров. Один против сотен рук, что проверяли схемы. Над башней диспетчер бросает взгляд на главное табло. Таймер медленно сходит к нулю, а потом запускается. Обратный отсчет начался. Комарова экипаж сопровождает до люка. Быстрый ритуал проверки, улыбки на удачу, у каждого своя мысль. Он усаживается в кресло, из этих кадров потом вырежут тревожные жесты, оставив только решимость космонавта. Герметизация, стыковка каналов связи, короткая команда «Приступите к запуску». Пламя вырывается под соплами, стартовые площадки окрашиваются оранжевым, ракета берет высоту, уходит в ночное небо. В центре управления замирают. Меньше чем через 10 минут орбита и сразу первый сбой. Левая солнечная батарея не раскрылась, не щелкнул механизм, как будто замерзла петля. Это не просто недобор в амперах, это перспектива быстро гибнущей энергии. Возникает новая реальность, все оставшееся время экономия, постоянная борьба за питание системы, вынужденное отключение второстепенных блоков. Сразу вслед отказ высокочастотной КВ-связи с ЦУПом. На Земле картины главного дисплея нет, телеметрия сбивается. От Комарова просят подробные доклады. Он отвечает четко, по чек-листу. Слова сухие, но за ними отчетливая тревога. Система ориентации гуляет, с Солнцем не связаться. Развернуть корабль по задуманной программе невозможно, а значит контроль питания на батарее будет зависеть не от автоматики, а от того, удастся ли вручную удержать угол хотя бы частично. Внутри корабля становится душно, радиатор тянет слабо, вентиляция экономит заряд. Комаров докладывает обстановку по всем контурам: приборы, питание, удержание по платформе ГП-6. На ближайших витках экипаж и группы управления ведут переговоры в сжатых фразах, короткий коллективный мозговой штурм. Протокол ночи фиксируется. Перейти на ручное, отключить второстепенное, ввести ограничения на работу приемников и реле. На командном пункте чертог и миссиал-менеджеры прогоняют математику. Сколько даст оставшаяся батарея? Входит ли запас на полный цикл связи для корректировки орбиты? Параллельно поднимается вопрос, возможен ли аварийный возврат уже сейчас? Нет, нужно дождаться окна на следующем витке. Проблема парашютной системы откладывалась на потом, но инженер из группы страховки записывает: если корабль пойдет на досрочную посадку, параметры спуска, только ручной режим, полная ответственность на космонавте. На других площадках, где готовился стыковочный «Союз-2», техническая комиссия уже откровенно нервничает. Тот же дефект батареи, те же сигналы из цеха и атмосфера, когда дублер не может улететь на подстраховку, потому что не готов, и это уже не гроза, а железо. Ближе к рассвету смены на ЦУПе передают друг другу заламинированные сводки замечаний. Второй запуск отменен. За пределами комнаты управления кто-то напишет сухо: единственная подстраховка – выдержка пилота. Инструкция обновляет: переходить на аварию при любых симптомах деградации питания. За плечами топ-специалистов осознание: с порога «Союз-1» стал не символом прорыва, а ежедневником риска. Волна тревоги перемешивается с молчаливой надеждой. На этот раз, может быть, вытянем все на мастерстве и опыте? Утро наступает с отчетливым ощущением. Нет ни одного блока, который вызывал бы доверие до конца. Все, что идет дальше – полет по ледяной кромке. Каждый доклад Комарова в эфире режет тишину центра как лезвие. Стабилизацию держать сложно, питание критично, срок ограничен. К началу дня игроки на Земле уже знают: полет – это серия компромиссов, ошибка – вопрос времени, а система, в которую вложили столько планов, сегодня играла против человека. Но обратного хода не было. Под капотом сработала не инженерная удача, а воля и осторожность каждого, кто остался – слушать и ждать. Впереди борьба за каждый виток, и ставка уже не абстрактная, на кону жизнь, а не просто успех к празднику. Глава 3. Без права на ошибку. Отмена «Союза-2» и одиночество на орбите. Севернее старта на Байконуре опускается утро. В ЦУПе за ночь разошлась официальная новость. Старт «Союза-2» отменен. Причина – гроза на площадке. Коммерсанты и кураторы из Москвы дублируют ее в телеграммах наверх, но между собой говорят честно. Дублер не ушел, потому что его корабль столь же капризен, как и тот, что уже на орбите. Есть риск и по питанию, и по ориентированию, и по самой стыковочной программе, которая должна была стать визиткой нового поколения
осуществления тандемных полетов. По-настоящему читает эти строки только один человек – Комаров. Он теперь совершенно один среди тревожных диспетчеров и замкнутых цепей корабля. Изначально весь сценарий предполагал совсем иное. Два космических аппарата запускаются друг за другом, сближаются, проводят тренировочный переход, работают на тот марш-бросок к будущим лунным полетам, доказывая миру, что СССР освоил и массовые стыковки, и передачу экипажей. На практике еще на Земле выяснилось, батареи не держат, автоматика гуляет, и если посадить второй корабль в небо, тот рискует пополнить список ЧП или сам остаться без основных систем на орбите. Так что подстраховки больше нет. Комарову и его психологическим тренерам досталась роль страны не на сцене, а за кулисами. В эфире он уточняет параметры ручного управления, докладывает по чертеже контрольных систем, раз за разом сообщает: заряда мало, стабилизация неустойчива, буду пробовать по ситуации. За его голосом усталость, которая пересекает дисциплину. Один единственный сигнал на Землю пульсирует. Сколько осталось до окна на посадку? За каждым вопросом персонал ощущает невидимое давление. На орбите не только космонавт, но еще и все, кто делал возможным этот полет или допустил, что он оказался настолько рискованным. Краткие переговоры между ЦУПом и руководством. Пробовать спуск на 17-м витке? Рано. Попытка шероховата, параметры неточные. Будем выводить на 19-й? Да, если только стабилизация не сорвется окончательно. Решение не сиюминутное чудо, а вынужденная ставка на выживание. Нельзя ни ждать, ни ускоряться. Нужно попасть в крошечный сектор встречной траектории, чтобы атмосфера приняла спускаемый аппарат, а не отбросила его в космос или в огонь. В пределах корабля работа становится галлюцинаторно-рутинной. Однажды врачам покажется, что по частоте дыхания и голосу космонавта можно отличать, где он сдерживает панику, а где читает дисциплину. Инженеры на поверхности делят графики подхода Солнца, заряд батарей, допустимые температурные режимы внутри отсека. Холод и перегрев сменяют друг друга, а все разговоры с Землей сжимаются. Перехожу на ручное, подсказок не видно, жду инструкций. Центр управления просчитывает ручное пилотирование чуть ли не по секундомеру. В атмосфере полигона напряжение так плотно стягивает людей, что даже обычная фраза звучит как команда: готовить все к аварийному сценарию, считать топливо, контролировать температуру, вести двойной контроль по каждой строке, а в личном дневнике одного из членов комиссии появится мрачная пометка: дальше только как Бог даст, здесь правила закончились. Тем временем арсенал тревог растет. Сжигается резерв по кислороду, вентиляция работает на пределе, температура колеблется. Первый раз это происходит не во время тренировочного сбоя, а в боевом режиме, когда корабль — единственный рабочий инструмент и сонаты для одиночного космонавта. Комаров переходит на работу с краткой чек-лист-схемой, минимизированно использует энергию, по радиоканалу фиксирует каждый новый сигнал отказа или попытки удержать ситуацию в рамках. Именно в этот момент легенды про то, что по радио полетели проклятия в адрес руководства, начинают рождаться в пересказах. Реальные переговоры идут сухо, строго по допущенному шаблону, цензурно по военной дисциплине и почти без эмоций. Комаров держит инициативу, вопросы и доклады чередуются с указаниями на цифры. В паузах между витками на командном пункте кто-то записывает: он держит, но запас тает. Теперь каждый виток не шанс, а риск. Прямо, без купюр говорят: держался бы любой другой так же? Момент, когда на второй день Земля принимает решение готовить ручную ориентацию под спуск. Все, только по его опыту. Электронике не верим, автоматику только для контроля. Теперь, после отмены Союза-2, у Владимира Комарова нет не только дублера, но и инструктора и второй попытки. Ошибка в один уклон по оси, и аппарат не войдет в атмосферу или сгорит, не снизив скорость. Вся программа сходится к простому уравнению. Одиночный космонавт, корабль на пределе, шансы против. Но именно потому с этого момента он перестает быть только пилотом. Он становится инженером, последней линией ответственности. Человеком, который за 2 дня в космосе превратил полет ради даты в битву за жизнь ради правды. Готовясь к маневру, все на Земле молчат. В этот момент на корабле и на центре управления уже никто не скрывает, что запас прочности вышел не только у систем, но и у всей этой большой хрупкой гонки. Глава 4. Спуск. Ручная ориентация и единственное окно.
Когда в ЦУПе окончательно решили «идем на 19-й виток», воздух стал гуще. Никто не произнес «последний шанс», но все понимали именно так. Автоматика «Союза-1» к этому моменту потеряла доверие. Левая солнечная батарея так и не раскрылась. Энергобаланс на пределе, ориентация дрожит. Значит, только рука пилота, только опыт. Комаров готовит корабль к ручному наведению. По дневной стороне он ловит ориентиры через взор, оптический прицел, который в теории должен помогать, а на практике требует колоссальной собранности. Чуть дрогнул взгляд, и линия горизонта поплыла. Он переносит платформу так, чтобы на ночной стороне, в темноте, выдать торможение точно в расчетную секунду. В кабине жарко, приборы греются, а он говорит в микрофон сухо, словно это учебный полет. Докладывает углы, подтверждает готовность, просит уточнить секунды включения. С земли идут краткие подсказки, но без фальшивой бодрости. Здесь никто не обнадеживает словами, только числа. Угол по тангажу? Есть. Крен? Есть. Время до дел? 20 секунд. Если промахнуться, атмосфера встретит корабль не как мягкий тормоз, а как стену или вовсе выкинет обратно в космос. Автоматический контур для точной ориентации не работоспособен, гироскопы гуляют, поэтому каждое легкое движение руки – это микроисправление за сбившийся датчик. Секунда включения, импульс торможения, и корабль уходит на траекторию входа. Этот момент потом отдельно разберут в комиссии, как при столь грязной исходной конфигурации пилоту удалось попасть в окно. Ответ будет простой. Он не доверял ни одной слабой системе и опирался на то, что контролировал сам. Первое трение атмосферы, внизу вспыхивают пластины теплозащиты. Рев невидимый, но ощутимый, дрожь корпуса передается ремням. По телеметрии видно, как перегрузки растут, на земле отмечают галочки, высота срезается, скорость падает, параметры входа близки к расчетным. Это то, ради чего он удерживал орбиту все эти часы, шанс, вытащенный голыми руками. Дальше начинается зона парашютов. Участок, где у пилота уже почти нет влияния. Команд на раскрытие в Союзе несколько. Вытяжной малый купол должен вытащить систему, затем раскрывается основной, а резервный вводится только при отказе основного. И все это на фоне динамических давлений, температуры и ударных нагрузок, которые редко бывают по учебнику. Вытяжной срабатывает, отмечают на земле, выравнивают дыхание, но главный купол не выходит. По показаниям датчиков нет команды, сработал ли датчик давления, вышел ли замок, в секунды это не понять. Комаров действует по инструкции, вводит запасной, и тут худшая из комбинаций. Запасной купол подхватывает стропы вытяжного, спутывается и не набирает форму. На графиках в ЦУПе линии становятся прямыми, скорость падения не замедляется до безопасной. Корабль продолжает падать. Около 40 метров в секунду и ток к земле. Удар. Фугасная нота в степи, взброшенная пыль и огонь, срабатывают пороховые мягкие двигатели уже на земле, как агония автомата, когда все кончено. Те, кто прибудет первыми, потом скажут: удар, пожар и ни одного шанса у человека внутри. Записи врачей будут без эмоций. Множественные травмы от тупого воздействия при ударе, ожоги следствия пожара. Радиоканал обрывается так, как обрывается любая надежда, мгновенно. На командном пункте сначала тишина, затем короткие команды по поиску, перекрытию эфира, докладам по ведомствам. Большие слова отложат на потом, сейчас только факты. Когда комиссия начнет разбирать последние минуты, выяснится цепочка. Отсутствие энергии и гуляющая ориентация – следствие нераскрывшейся батареи. Из-за ручного режима повышенная нагрузка на пилота. Вход в атмосферу выполнен точно. Критический отказ в парашютной системе. Блокировка по давлению не дала команду на основной, а резервный купол вел себя фатально в присутствии вытяжного. В этой последней сцене у человека в кабине не было инструмента, чтобы переиграть железо. Из-за того ли... Глава 5. Парашютная драма. Анатомия отказа. После того, как поисковая группа доложила о гибели, в парашютной теме началась самая кропотливая работа. Не лозунги, а материи. Ткани куполов, складка строп, пиропатроны, датчики давления. Конструкторы и испытатели знают, парашютная система – это не просто раскрылась-не раскрылась. Это последовательность, где любое запоздание или ложная блокировка сбивает весь танец.
Схема Союза того времени предусматривала последовательность. Сначала маленький вытяжной купол вытаскивает из контейнера пилот-парашют, затем основной купол, который должен набрать форму и погасить скорость. Если автоматика не фиксирует нужное давление, скорость, время, команда на основной не проходит, и тогда вводят запасной. Отстрел вытяжного в этой логике критичен. Он не должен оставаться фактором, который цепляет запасной. Комиссия фиксирует. Главный купол не вышел из контейнера. Вероятная причина – блокировка по давлению сработала неверно. Комбинация высоты скорости ударных перегрузок дала ложный запрет. Введенный запасной купол оказался в струе вытяжного. Стропы спутались, купол не набрал форму. Дальше баллистика и физика. 40 метров в секунду вниз, без вариантов. Отдельный пласт – материалы и термообработка. Ткани куполов и узлы, от которых зависел отстрел, в предыдущих стендовых испытаниях уже показывали капризы. Были акты, где фигурировало возможное спутывание при неблагоприятной последовательности. Эти неграмотные сценарии на стенде обычно разгоняют. Давайте еще серию, доведем. В реальном полете повторить серию нельзя, есть один шанс. Заходи. Когда принесут обугленные остатки, в лабораториях будут раскладывать все по миллиметрам. В отчете появится сухая фраза. Расчетное раскрытие основного купола не произошло. Резервный купол не обеспечил торможения из-за спутывания с вытяжным. Эта холодная строчка не передает главного. Внутри капсулы сидел человек, который сделал все до последней секунды и погиб в зоне, где его навык уже не мог вмешаться. Мифы начнут обрастать вокруг пустоты фактов. Скажут, 203 дефекта – красивая цифра, но в реальной документации такого списка нет. Есть десятки незакрытых замечаний и неполных доводок. Скажут о проклятиях по радио. Переговорные журналы не подтверждают развязного эфира. Слышно напряжение, но дисциплина соблюдена. Скажут, что он летел вместо Гагарина, чтобы спасти его. В действительности дублирование экипажей было стандартной процедурой, но решение об основном составе принималось исходя из подготовки и графика, а не из жертвенности. Важно не то, какие легенды живут в газетах, а то, что записано в актах. Там механика отказов и цепочка решений, где успеть к празднику сильнее закрыть замечания. Глава 6. После удара. Документы, выводы, перемены. Первые документы сухие: донесения с полигона, телеграммы наверх, приказ о режиме секретности, за которым последуют официальные сообщения для прессы. ТАСС выдаст сдержанную формулировку, государственные похороны пройдут без лишних подробностей, а параллельно закрытые заседания комиссии, инженеры, летчики-испытатели, военные. Там будут звучать конкретные вещи. Переработка парашютной системы Союза, изменение алгоритмов, исключение ложной блокировки, новая логика отстрела вытяжного перед вводом запасного, перерасчет режимов давления и температур, контроль термообработки узлов. Жестче станут предпусковые списки. Те самые красные флажки, которые ранее снимались ради графика, теперь фиксируются как стоп-факторы. Расширят программу автономных не только стендовых, но и натурных испытаний куполов. В организационном плане последствия еще более ощутимы. Станет сложнее продавить не готовое, станет нормой говорить в лицо «переносить». В кулуарах будут вспоминать: после Комарова появился росток культуры безопасности. Это не произошло за ночь, но произошло. И именно доведенный союз спустя годы станет символом надежности. Парадокс, выкованный на трагедии номер 1. В служебных записках останется та самая невидимая строка, по-настоящему дорогая: «Не летать ради даты». Физика не читает газет, эту фразу потом будут цитировать в разных отделах. Каждый раз, когда появляется соблазн дожать к событию, Союз-1 всплывает как немой аргумент. И память о человеке. В финальных отчетах его называют «действовал грамотно, хладнокровно, в условиях множественных отказов». Это сдержанный язык комиссии. В человеческом он сделал все, что было возможно, вывел корабль на вход, довел до парашютной стадии и погиб там, где система не сработала. Этот контраст – главное, что слышно между строк. Глава 6. Что осталось в памяти и бумагах.
Через несколько дней после аварии «Союза-1» звучит государственный траур. Молчаливый зал, Кремлевская стена, краткие слова ведущих конструкторов и военных, склоненные головы коллег. Владимир Комаров становится первой жертвой советской космической программы с мировой известностью. Гибель не смогла скрыться за грифом «секретно». На короткое время печальная правда сквозь официальные бюллетени достигает и коридоров власти. Пока один институт забивает клинья в архивы, другой формирует выводы комиссии из кусков не рекламы, а настоящей кухни. Перебирают сотни документов, ленту телеметрии, разборки с деталями, каждый узел парашютной системы заново под микроскоп, каждый блок на повторную обкатку. Не только инженеры, но и ведомственные психологи анализируют переговоры и стресс Комарова. Его фразу «буду делать все, что могу» в итоге вынесут как суть героизма личного и системного провала общего. Экстренное совещание, теперь уже с правом сказать вслух, причина трагедии не только техника, но и приоритет сроков над готовностью. Дневники и устные воспоминания фиксируют не одну волну. «Союз-2» дальше будет долго доводиться по новой схеме и без дедлайнов в голову. В новых регламентах появляется обычное формальное правило. Если блок не закрыт по замечаниям хотя бы на одну строчку, запуск переносится без обсуждений. Там же пересмотр алгоритма управления парашютами, блокировать ложные ответы, дублировать датчики различной физики, перестроить процедуру самостоятельного раскрытия основных и запасных куполов. Позже, именно после этих наработок, «Союз» становится символом выносливости и серификации в пилотируемых полетах. С начала 70-х и до 21 века ни один аппарат этой линии не повторил той цепочки смертельных ошибок. Что осталось из легенд? Некоторые бытуют до сих пор. 203 дефекта, проклятие в эфире, жертва вместо Гагарина. Историки внятно отвечают. Чек-листы насчитывали десятки серьезных замечаний, но мифическая цифра возникла от произвольной интерпретации актов. Комплексы были, это правда, но не в виде одного убийственного списка. По радио не фиксировалось проклятие. Переговоры были сухие, строгая дисциплина военных людей на пределе оставляет только пару нервных фраз. Отношение к роли Гагарина – отдельная драма. Да, он был дублером. Да, есть свидетельства его попыток уговорить коллег спасти Комарова. Но самого главного решения, лететь или нет, ни у кого из рядовых космонавтов не было. Все решали графики и приказы. В отрасли историю «Союза-1» считают водоразделом. После трагедии ни одна советская пилотируемая программа уже не подгонялась к празднику, а лишние ускорения пробивались с большим трудом. Самые грамотные инженеры, пережившие тот апрель, неоднократно вспоминали: с одной стороны погиб героический человек, с другой отрасль научилась говорить правду процентам и вероятностям даже перед самыми неудобными начальниками. Для мира «Союз-1» стал уроком лидерства. Не только ракеты, но и культура безопасности должны быть важнее любых парадов. В НАСА на разборе катастрофы Челленджера спустя 19 лет вспомнят историю «Союза» почти дословно. Не позволяйте датам управлять инженерией. В календаре нет физики. А для тех, кто делал этот корабль, осталась память о человеке в стальной капсуле, который вытащил на 2% селетия все, что мог, и ушел с достоинством. На его мемориальной плите выбиты не только дата и имя, там звучит невидимая формула: честность в работе спасает больше, чем аврал.